Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня солнечный, хороший день, но у меня такая серьезная работа – обрезка томатов в теплице. И я хотела с вами поделиться этим видео, потому что многие задают вопросы, как обрезать томаты, если они низкорослые, если они высокорослые. Вот как раз такой случай представился. У меня есть сейчас для обрезки и высокорослые томаты, и низкорослые. И я могу вам это показать. В чем разница, сейчас будем разбираться. Здесь у меня целый ряд высокорослых томатов. И если говорить о том, как обрезать высокорослый томат, то все достаточно просто. Дело в том, что у томата практически бесконечная возможность роста у высокорослого. И вы можете его ограничить только по высоте своей теплицы или подвязки. А чтобы он дал как можно больше урожай, у него кисти, вот посмотрите, кисти образуются просто на стебле. Видите, вот я сейчас покажу. Вот кисточка томата, которая сразу на стебле. И вы должны сохранить центральный стебель, а все остальные стебли боковые убрать. И тогда по центральному стеблю будет формироваться цветочная масса и будут формироваться в дальнейшем плоды. Вот тут у меня центральный стебель. На нем сформирован цветочек. Даже целое соцветие. Это будущая томатная кисть. И вот есть боковой пасынок, который нужно убрать. Его можно или просто вот так выломать, или же с помощью ножниц обрезать. Вы должны ввести томаты в один стебель, если это высокорослые томаты. Если же возможности теплицы ограничены по высоте, то можно ввести в два стебля. Вот как на этом. На этом томатике у меня два стебля. И уже на обоих стеблях есть цветоносы. Вот цветонос. И вот цветонос. Этот томат в два стебля. Придется и подвязывать оба стебля. А теперь перейдем к низкорослым томатам. У низкорослых томатов все немного сложнее, потому что там как таковой точки роста нет. Вот тут у меня посажены низкорослые томаты. Это сорт Соли Росса. И посмотрите, как он формирует. Здесь совершенно другая формировка цветоносов. Он формирует низкорослые томатики, формирует свои цветоносы на краях стебельков. Видите, вот еще один. Еще один. Вот уже и помидорчик даже есть. Еще один. На одном стебле сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цветоносов. Теперь как же сформировать такой низкорослый томат? Поскольку у него нет точки роста, а все его стебелечки могут быть основой для цветоносов, то вы должны тут поступать по такому принципу. По какому принципу поступаю я? Я формирую растение, которое будет состоять из 4-5 стеблей. То есть ровно столько стеблей, сколько растение может выкормить без вреда для плодов. То есть чтобы не было слишком много листовой массы и чтобы формировались плоды. Давайте посчитаем. 1 стебель, Вот тут вот второй стебель.
3-й стебель, 4-й стебель и 5-й стебель. Вот на этом томатике 5 стеблей. Я ничего не буду здесь обрезать, так я оставлю 5 стеблей. В дальнейшем, если томат будет формировать еще 6-й стебель, я его уберу. Вот такой принцип формирования низкорослого томата. 4-5 стеблей, и этого достаточно, чтобы растение выкормило вам те плоды, которые оно будет завязывать. Если стеблей будет больше, значит растению придется потратиться на рост зеленой массы, вегетативной массы, и недополучат питания именно ваши томатики. Такой простой метод. Так я обойду и посмотрю каждый томат низкорослый, посчитаю его все стебли, оставлю сильных 4-5 стеблей на каждом растении, остальные уберу. Вот уже вяжутся томаты, скоро будем дегустировать. Вот этими отличается посынкование низкорослых томатов от высокорослых. То есть вы выводите высокорослый томат в 1 стебель или в 2 стебля, а низкорослый томат считаете боковые стебли, чтобы было 4-5, не больше. Это все. Вот такой простой способ обрезки томатов я вам предлагаю. Все просто. И самое главное, что это будет служить вам на пользу, увеличит урожайность ваших растений и не даст растению тратить свои питательные вещества для того, чтобы все они ушли в зеленую массу, а они пойдут как раз на формирование ваших плодов. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться. Всего доброго. До скорой встречи.